Добро пожаловать в село Панфилово. Обзор села мы начинаем со стороны города Алматы. Село Панфилово находится буквально в 8 километрах от города Алматы. Сразу можно заметить, что в селе есть газ. Вот газовые трубы там и с этой стороны. Сегодня мы тоже снимаем вдоль трассы, так что видео будет довольно-таки шумное. И первая улица на въезде — это у нас улица Макатаева. Тротуар начинается не сразу, но он есть. Вот так он выглядит, довольно-таки широкий тротуар. А следующая улица у нас Абая. Идем по улице Абая. Оказывается, по воскресеньям вывозят мусор и вот так вот оставляют все. Наш тротуар потихоньку превратился в автостоянку. В селе находится супермаркет Small, вон на той стороне. Продолжаем свой путь по тротуару. И тротуар в этот раз упирается в большое озеро. Нашли вот такую вот остановку. Красота, конечно. Такая старенькая довольно остановка. Так, тут что-то написано даже, кажется. СУ-1. Остановка тоже здесь, облицовка у них тут. Кисушки, кружки, короче, остатки. А, ну здесь, короче, в будке почему-то столько мусора. Еще даже бампер есть. Там вот салон красоты, СТО, Лагман Хана. Там вон магазин штор. Мы сейчас находимся в селе Панфилово, Талгарский район, Алматинская область. Буквально тут совсем близко к городу Алматы. Ничего себе, здесь есть подземный переход. Ну, конечно, тут проходит Кульджинская трасса, так что, я думаю, очень хорошая мысль иметь такой переход. Стенка вон какая сохранилась. Состояние перехода печальное, конечно. Не чищено, очень много мусора и немного попахивает. Походу, прием металла здесь очень популярная тема. Сегодня у нас 14 февраля, воскресенье. Погода облачная, но в целом очень хорошо гулять. Где-то примерно плюс 3 градуса. Оказывается, именно по воскресеньям здесь ездит мусорная машина и собирает весь мусор по селу. Мне сообщили, что именно здесь недавно проложили новую трубу для водоснабжения. Из-за этого наш тротуар превратился в бездорожье. А здесь вот продается горный мед. Вот такие вот мешки с мусором можно заметить вдоль дороги. Их будут сегодня забирать. Опять прием металла у нас. А с той стороны у нас вулканизация, шиномонтаж, экспресс, автомойка. А здесь вот говорят, что будет какой-то новый объект. Тут ресторан, кафе, не знаю, автомойка, отель. А вот и паспорт объекта. Знакомьтесь, мой проводник по селу Панфилово. Его зовут Азамат. Здесь, видимо, какая-то небольшая стоянка для фур есть. Население села Панфилово составляет примерно чуть больше 10 тысяч человек. Есть вот такой вот пункт приема. Зеленая экономика. Принимают стеклобутылки, стеклобой, бутылки, пленка. В интернете прочитал, что раньше село Панфилово называлось Алматинский табаксовхоз. В дальнейшем он был сокращен на табаксовхоз, а сейчас уже Панфилово. Но многие сюда до сих пор таксисты возят как табаксовхоз. Вот дошли до базара Жолдыз.
Оказывается, мы оказались на базаре Аида. Вот так изнутри выглядит базар Аида. Видать, из-за того, что сегодня воскресенье, мало кто работает. А вот и светофор, который находится на Кульджинской трассе. Вот так вот выглядит весь перекресток. Вот здесь есть также Тоймарт. На той стороне можно увидеть караоке-бар, кафе Адель, магазин, потом для рыбалки магазин, оптовка. А мы идем вот по этой стороне. Также опять вышли на тротуар. А мы вот подошли вот к такому большому пешеходному переходу. Теперь уже над трассой. А наш тротуар плавно перешел в дорогу. Сколько здесь проезжал, не знал, что на мосту висит камера, вот, которая контролирует дорогу. О, смотрите, какой вид открывается с моста. Классно. Есть двухэтажные дома даже. А вон там, смотрите, есть пятиэтажки. Мост у нас вот в таком состоянии. А камера выглядит вот так вот и следит за дорогой. Вот это, оказывается, здание больницы местной. Какая-то довольно важная улица, так как на грузовиках сюда заезжать нельзя. Здесь вот находятся вот двухэтажные дома вот такие. Растут сосны, довольно-таки крупные уже. Тут также высадили вон молодые ели. Дорога асфальтированная, походу еще и новая. Такая прям классная, тихая улица. Птички щебечут. Да, в этой части прям такая тишина, благодать. Какой-то прям совсем другой Панфилов. Интересный факт. Оказывается, в Казахстане есть еще два села с таким же названием. А если смотреть Россию, то там их больше 20. Села, поселки, там деревни с таким же названием Панфилова. Пока читал эту информацию, почему-то в интернете написано, что это село называется Панфилово. Вот, а на въезде было Панфилова. А теперь мы дошли вот до таких пятиэтажек. По этим люкам можно сказать, что здесь есть центральная канализация. А тут находится фитнес-клуб. Здесь проходим какую-то территорию большую, где очень много деревьев. Напоминает парк, но кажется не парк. А здесь уже вот находится школа. Любая сотовая связь здесь прекрасно работает. Такой интересный переулок, конечно. Проход пешеходный вдоль заборов. Слева, я так понял, школа, а справа даже не знаю. Но там, смотрите, какие ели растут, прям огромные. Можно заметить, что школа полностью отапливается на газу. Есть свой котел, так сказать. И смотрите, куда мы вышли. Прям какой-то совсем другая часть села. Цивилизация прям. Смотрите, какие широкие дороги, знаки, пешеходки. Такие вот здания. Слева у нас также школа. Парадная часть школы. И смотрите, какой идеальный тротуар. Также хочу подметить, что над селом частенько пролетают самолеты, так как буквально, ну, сколько здесь? Меньше 8 километров будет аэропорт Алматы. А здесь, оказывается, находится стадион. Сейчас мы уже на территории самого стадиона. Стадион реально огромный. Помимо вот этого центрального футбольного поля, там еще есть 3 маленьких футбольных поля. Также есть баскетбольное поле, с той стороны вижу.
И там вот какое-то тоже здание. Видать, сюда частенько приходят бегать, так как беговая дорожка на стадионе довольно-таки чистая. Учебно-тренировочный центр Минобороны РК ЦСКА. Какое-то госздание. Вот здесь сейчас идем, прям пахнет соснами, прям конкретный запах, класс прям. Плавательный бассейн села Панфилова. Жизу хауза дида. Проходим рядом с магазином Любаша. Смотрите, какое здание нашли. Похоже на дом культуры. Надеюсь, что-то будет видно. Это похоже на ДК все-таки. Нашли тут такую вот картину классную. Смотрите, какие здесь потолки. А может, это был театром, кстати говоря, нет? Здесь, оказывается, еще есть второй зал, вот так выглядит. Тут, походу, еще подъем на второй этаж есть. Лестницы есть вот такие. Тут ничего интересного. Здесь куча мусора, как обычно. И снова вернулись в этот зал. Еще одна картина. Немножко подиспортили ее. Еще одна лестничная площадка. Я просто не перестаю удивляться. Тут еще один зал есть. Не знаю, что за здание. Либо это ДК, или может быть какой-то театр. Но, видимо, как бы и на снос денег нет, и на ремонт, соответственно, тоже нет денег. А напротив находится кафе Эллада и какой-то небольшой магазинчик. Вот такая вот парковая зона. Вечная память воинам, односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. И вот еще вторая плита. Думаю, это место можно назвать как Парк Победы. А вон-то вот заброшенное здание старое. Напротив парка. А так вот выглядит мечеть села Панфилова. Вот такая вот симпатичная мечеть. Вдоль этой улицы тоже есть двухэтажные дома. Вон там у нас автомойка, гараж называется. И где-то здесь находится акимат. Оказывается, мы идем по улице Тимирязева. Так выглядит здание местного акимата. Аппарат акима Панфиловского сельского округа. За акиматом находится вот такая вышка с антеннами. Также в одном здании с акиматом здесь сидит Казпочта. А рядом, оказывается, находится вот пункт полиции. Волонтерское движение Добрыня. Прикольно. Есть вот такие вот небольшие строения, похожи на гаражи. Также есть вон там двухэтажное здание. В целом очень много двухэтажек. А рык полностью в воде и просто стоит без движения. Внимание, торговля запрещена, 5000 штраф. Проходим мимо колледжа. Колледж непрерывного образования.
Мөлдер, питьевая вода. А сейчас мы идем в сторону церкви. Нам сказали вот туда пройти. Ого, мы тут даже компьютерный клуб нашли. Но походу он не работает и уже давно. Идем по улице Гагарина в сторону церкви. Не пожалели асфальта, когда клали его сюда. Вот это вот церковь, однако, похоже на небольшой замок. Оказывается, строительство церкви началось только в 1994 году. На территории церкви есть вот такие вот, не знаю, что это, времянки, землянки. Вот такая вот довольно-таки симпатичная, аккуратная церковь. Внутрь мы не стали заходить, так как там люди, и не стали им мешать просто. Гуляем по району. Азамат говорит, что здесь протекает речка Цыганка. И вот через него проложили новый мост. На данный момент в реке воды не наблюдается. По некоторым улицам здесь лежит хороший новый асфальт, а на некоторых улицах вообще нет дороги, можно сказать. Ну, то есть асфальта нет. К примеру, вот эта вот дорога. Видать, забыли здесь положить асфальт. Вышли еще на одну какую-то дорогу, где полностью лежит асфальт. И вот самое интересное, Казбек-Би. Есть немножко проезд вот к этому дому, и все. Дальше дороги нету. С этой стороны также. Но тут ни к чему дому нету проезда. В целом просто нет асфальта. Да и в целом, который вот свежий асфальт положили, он уже вот дал трещину, крошится. Идем вот по вот этой асфальтированной дороге. Пока что название не знаю. Оказывается, здесь реализуют шубаркульский уголь. Проходим мимо магазина Серик. И дальше после него стоят две четырехэтажные здания. Справа проходим вот такую вот школу с большим стадионом, можно сказать. Оказывается, вот этот трехэтажный, а вот этот справа четырехэтажный. И еще одна улица, тоже не асфальтированная. Видимо, в селе пока что положили асфальт только на главных улицах, а вот эти второстепенные улицы ждут своего часа. Ну или, быть может, здесь даже и не будет асфальта. Азамату спасибо за экскурсию по селу. Да, да. Ух ты, оказывается, здесь еще и Монша есть. Выпуск про село Панфилов подходит к концу. Всем спасибо. До скорых встреч и пока-пока. Увидимся.